Добрый день, я вас рад снова приветствовать. Сегодня мы погуляем по еще одной улице Убуда, на которой я довольно часто провожу время. Это уже такая более отдаленная улица, она не центральная, скажем так. Она идет куда-то вниз, от какое-то ущелье, но мы до конца доходить, скорее всего, не будем. И здесь ближе рисовые террасы, прям иногда можно во дворы свернуть, и прям начинаются рисовые террасы. Здесь я в основном что-нибудь кушаю, иногда просто в кафе, иногда в таких локальных. Такие вот массажные салоны, какие-то такие вот, ну такое вот заведение я в частности снимал в шортсах. Вот такая вот балийская атмосфера. Видите, какой стиль, много зелени, очень много зелени. Ну, какая-то такая стояночка, ну сейчас чуть-чуть пройдем, посмотрим прям как живут коренные балийцы. Да, это уже здесь локал. Вот так вот это выглядит с другой стороны. Да, это прям вот вход в дом коренных балийцев. Все утопает в зелени, прям все. Здесь палку воткни, и она зацветет. Вот так вот. Здесь очень много людей снимает жилье в таких хомстеях. Вот интересное, да, место. И вот таких много вот агентств, которые организуют разные виды активити. Ну, я бы тоже не сказал, что прям сильно дорого. 20. От 20, в общем, от 20-30 долларов там, и там как бы, так сказать, границ нету. А тут какой-то здесь резорт. Вот видите, reception, Merry Christmas, hello. Вот оттуда приехал. Ну вот. Ну так глянем немножечко. Вот так вот отдыхают люди здесь. Ну, зелень бывает в таких вот горшках здесь. Вот интересное какое-то старое здание. Но я вообще подозреваю, что они не сколько старые, сколько здесь от климата. Винтаж наступает, искусственное старение естественным образом. Ну вот заведение называется Why Not? Почему нет? Вот еще один. Вот тут приглашают на рафтинг. Ну, в среднем день можно провести за 500 тысяч местных. Да, это в каком-нибудь хорошем месте. В среднем это где-то 35-30 долларов. Ну и там уже выше. В основном 30-50 долларов. Я бы не сказал, что это прям фантастические цифры. Ну, есть, конечно, и дорогие. В общем, это такая тихая улочка. Честно говоря, я понятия не имею, как она называется. В общем, это уже не центр.
это я тоже в коротких видео снимал. Здесь йога-классы и кулинарные курсы вот в этом пространстве. Вот, очень много людей из разных стран. Здесь очень интернациональная, дружественная атмосфера. Thank you. No. No. No, sir, no. Вот какая-то улочка узенькая, не знаю, но тут все там едут на мотоциклах, не хочется с этими мотоциклами толкаться. Я думаю, интересное место, но не хочется это. Вот здесь, видите, гестхаусы с бассейнами, свимминг-пулы, ну, в общем, такое вот все. Слишком узкая улица. Ну, такой вот бар. Тут вовсю стройка. Думаю, что вот час пик здесь сидят. Сейчас время в районе 12 часов. Ну вот уже такой отель подороже, да, то есть здесь уже другого класса отеля. Вот посмотрите, очень хорошая архитектура, очень стильное место. Honeymoon называется. Honeymoon Guest House. Думаю, это подороже. Скорее всего, там и бассейны есть, и все прочее. Короче, все как мы любим. Да, вот, кстати, тут балийский массаж 120 написано. Да, ну вот говорят, что эти балийские массажи, они слишком мягко делают. И это не прям такой мощный массаж. Вчера вот местные резиденты мне рассказали, что в Таиланде делают гораздо лучший массаж. И в Индии делают лучший массаж. А здесь слишком мягкий. Вот такое хорошее открытое пространство. Очень мне понравилось это. Ладера вилла. Ну, я думаю, там тоже хомстей есть, скорее всего. Так, ну здесь вроде нормальная такая улица. Здесь можно попробовать пройти. Давайте пройдем по очень узенькой улочке. Тут, скорее всего, есть хомстей и какое-нибудь жилье коренных жителей. Это прям, можно сказать, задворки у Будда. Да? То есть, вот так вот все выглядит. Здесь очень хороший воздух в Убуде, мне прям очень нравится. Хотя вроде бы море далеко. Тем не менее, воздух прекрасный. Ну, местные жители очень настроены так дружественно. Вот собака теперь. Собака меня собирается преследовать, кажется. Так что придется отбиваться, судя по всему. Вот вилла Сатори. Ну вот так вот, видите, тут. И там, видимо, надо как-то договариваться, чтобы пройти туда ниже. То есть это для гостей. Продолжим. Кругом обменники. Вот сегодня курс 15600, во всяком случае, в этом обменнике. Это какой-то массажный салон. Это магазинчик.
тут еще иногда такие вот встречаются строения каких-то местных жителей, которые еще, так сказать, не вовлечены в коммерческий оборот. Ну, в основном здесь уже все, даже казалось бы, здесь недалеко от центра. Вот здесь вот массажный салон, вот эти девицы обслуживающие. Что она. И вот прям здесь рисовые поля. То есть это окраина. И сколько бы вы ни шли по окраине, вы тут не найдете прям сразу какой-то срам прям чуть отошли, и тут уже локальная еда. Нет, будет куча дорогих ресторанов, вы еще будете еще час идти, и будет куча дорогих ресторанов. Вот такого типа. Ну, вот видите. Это, думаю, что не дешевое тоже место. Вот такой вот он и будет. Так, ну вот ресторан Тако Фиеста. А это не знаю даже, ну я тоже думаю какой-нибудь. Тут вот стоянка. Тоже то ли ресепшн, то ли это... Ну, думаю, это какой-то ресепшн. Да, атмосферка здесь очень дружественная, очень приятная, очень хороший воздух. Я практически здесь не встречался ни с какими грубыми людьми. То есть, если в Непале, то гряди у тебя что-то украдут, то здесь я в хостеле оставляю ноутбук, камеру, и никто ничего не трогает. И это в хостеле, да, то есть все довольно прилично. Ну, в целом улочки довольно узенькие, и для пешеходов это одна из из неудобств Убуда, что, так сказать, это не пешеходный мир, это такой мир байков, мир машин. Мы еще тут в один переулочек сейчас зайдем, глянем, что тут происходит, да, а вот здесь вот, ну вот такое вот балийское еще одно место, мы там далеко заходить не будем, просто так подойдем, поглядим, что это вообще. С скорости я уже уезжаю, все, мой путь будет в Индию, уже из Индии будем снимать что-нибудь. Ну, вот такое вот место, да, по-моему, тоже неплохо. Но тут на реконструкции все, на реконструкции. Так, заглянем вот в этот переулочек, что тут. Вот такие вот маленькие улочки, видите, да? То есть прям очень такие милые. А вот здесь вот такой, здесь вот такой вот, ну, это местные так живут. Не знаю, видно там, не особо, наверное. Вот так вот. Сильно углубляться не будем, так, чтобы имели представление, что здесь можно по этим улочкам гулять часами. Реально часами. Так, чуть-чуть еще продвинемся. Ну вот. Монка Хаус. Ну, тут, я думаю, много что сдается просто-напросто. Вот видите, вот такой вот. Ну, разве не прекрасно жить в такой зелени? Монка Хаус. Ну, скорее всего,
Это просто гестхаус. Гестхаусов очень много. Тоже можно там от долларов, там, не знаю, 15-20 в сутки находить прям какие-то прям хорошие варианты. Даже, наверное, от 10 долларов. Вот какой-то гестхаус. Ну вот, как вы себе такое представляете, да? Неплохо арендовать и жить вот прям в джунглях. Вот такая тут красота. А это уже какая-то большая вилла. Это там, скорее всего, на несколько человек. С большими комнатами, кухнями и так далее. Здесь все довольно современно сделано. Прям такого индийского кошмара здесь нету. Так, ну что, выходим из переулочков. Вот такие вот супермаркеты здесь есть. Вот, тоже что-то ремонтируется. А вот такие местные какие-то дизайнеры что-то шьют, что-то делают, и ничего не надо подделывать, они от своего имени работают, продают сами свои вещи. Это гораздо лучше, чем там, не знаю, какими-то большими буквами написать на майке Adidas, да, там, или Tommy Hilfiger, да. Мне кажется, так более творчески, более интересно. Так, сейчас мы посмотрим, а что здесь такое? Так, опять вот, к сожалению, это музыка. Прям туда, наверное, далеко идти. Но сейчас пройдем. Посмотрим, что у нас тут. Ну, здесь похоже. Еще какие-то кафешки. Там бассейн вижу между деревьев, замечаю. А, это какой-то резорт. А, вот такой вот резорт, да. То есть это ресепшн резорта. Ну так, в целом, конечно, могу сказать, что вот чисто индонезийской кухни я как бы не особо впечатлен. Какие-то такие. Ну, в общем, что-то бывает иногда вкусно. Но в целом я бы не сказал, что мне это прям сильно нравится. Иногда неплохо. Вот какое хорошее оформление зеленое, да, то есть. Так, очень узко, очень трудно жить пешеходом в Убуде, даже на окраинах. Ну, такие кругом мелкие магазинчики, вот этот Март, там Кеймарт какой-то, Циркл какой-то. В общем, супермаркеты здесь есть. Такие шаговые доступности, скажем. Больших я один только видел в Кути. Это рядом с аэропортом. Так, в принципе, я ничего такого не видел больше.
Ну, вот массаж предлагает. Предлагают массаж. В общем, от 100 тысяч местных. Не так особо дорого, но, в общем, ну и не особо как бы хорошо они делают. Это, в принципе, не знаю, сколько там, рублей 600 на российские деньги. No, 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 no. Yeah. Вот такой вот Рускичен. По-моему, русская кухня, да? То есть да, в этом году, кстати, проспал Новый год. Очень рано лег, думал, встану, потом пойду гулять. И банально проспал. Просто проспал. Не знаю, может, это к лучшему. Возможно, это к лучшему, да. Вот тоже ничего, такой домик Little Talks. Нравятся мне такие зеленые оформления, хорошие. Хорошо выглядит. Вот видите, да, такие вот рисовые поля. Здесь еще какие-то башенки есть. Какое-то прям средневековье. Да, цапли на полях. Очень красиво, когда цапли на полях. Не знаю, вчера, видимо, все бухали, что ли, иду, и 12 часов никого нет. Пустой город вообще. Очень, практически нет никакого движения. Я-то выспался. А народ, видимо, загулял. Ну вот тут тоже какая-то стройка. Ну тут мы уже приближаемся. Уже прям совсем окраином. В общем, мы сегодня такую коротенькую сделали прогулочку. В принципе, дальше уже, скажем так, туристическая активность убывает, и там начинается более сельскохозяйственная зона. Там еще есть какие-то закрытые площадки есть. Вот видите, тут вот туристы. Вот такая длинная зеленая стена. Давайте эту длинную зеленую стену снимем еще. Так, не пойму, по какому языке они разговаривают. Вот видите, вот такой вот ресторан. И вот так вот выглядят рисовые поля. И это все под такую вот зеленую стену. Вот такой вот вид. Дальше мы, наверное, не пойдем. Вот местная жительница идет. Ну все, господа хорошие, прощаюсь с вами на сегодня. Последние дни остались. Завтра попробую еще что-то снять. Так, всем привет и всем пока.